Друзья мои, опять мне задали вопрос. Сколько можно скорбить об ушедшем человеке, чтобы ему там не было плохо? У меня очень большая к вам ко всем просьба, задающим подобные вопросы. Поменяйте свое восприятие мира. Мир не такой, как вы его воспринимаете, как вам навешали восприятие этого мира, заставили вас страдать, не знаю, вот это все эти негативные эмоции. Я вам скажу так, не нужно скорбеть вообще об этом. Переживший клиническую смерть, я вам ответственно заявляю, что после смерти тела душа в великом счастье и удовольствии уходит в другие миры. У меня не было до этого такого прекрасного чувства до смерти моего тела, хотя и кратковременного, не было прекрасного чувства того, что я отвязался от этого тела и спокойно могу уйти дальше. Не нужно вообще скорбеть об этом. Человеку прекрасно, замечательно, отлично, офигенно. После человека, я имею в виду душе человека, которая бессмертна, офигенно после того, как тело его умерло. Не нужно скорбить. Абсолютно не нужно ничего носить на кладбище, там что-то кормить его. Лучше всего утилизируйте тело путем кремации. Не нужно париться с вот этими вот гробами, похоронами, лишними деньгами и всем остальным. Душе человека пофигу, что вы там будете делать. Кремируете или поставите за $1 000 000 памятник, закопаете в золотом гробу. Вы все это делаете только для себя и для тех, кто вас знает, типа насколько вы крутые, насколько у вас баблища немерено и как вы любите своего умершего родственника. Тело умерло, родственника там уже нет, душа ушла. Все, закончилось на этом. Закончился путь этого человека. Но вы всегда можете пообщаться с душой. Я даю практику общения с ушедшим, с душой ушедшего через стакан с водой. У меня есть сеанс встречи двухчасовой, в которой я погружаю вас в измененное состояние сознания, и на определенной площадке вы встречаетесь с душой ушедшего человека. Я буду рядом, буду вам помогать, все гиперреально, вы увидите, охренеете от увиденного, гиперреально. Вы обниметесь, не знаю, поплачете от радости, пообщаетесь, посидите, поболтаете, расскажете ему, как вы живете, он расскажет, душа расскажет, где она, что она, конечно, если захочет. Это прекрасное состояние, это прекрасный сеанс, после которого вы будете жить спокойно, уверенно, долго и счастливо. Никаких проблем у вас не будет, что вот я могла его как-то спасти или я мог ему чем-то помочь. Не нужно никому ничем помогать. Вот он обиделся, никто никогда не обижается. Пришло время, тело закончило свою жизнь, душа наконец-то, вау, отвязалась, свалила. У меня было именно так. Я увидел свое тело сверху, врачи там что-то пытались сделать. Мне было абсолютно пофигу. Ну, я знал этого мохнатого мужика, но мне было абсолютно пофигу, что он там вот помер, не помер. Я просто был на каком-то, не знаю, и в эйфории. Это же, ну, кайф невероятный. Все, мне теперь не нужно быть в этом теле. А родственники там мои какие-то плакали. А что вы плачете? Ребята, тут я в таком кайфе, в таком удовольствии. Я пошел дальше по своим делам. Мне уже не нужно, не знаю, не платить за квартиры, не платить за воду, за всю эту фигню, ни за что не платить, никуда не бегать, ничего не бояться, ни каких-то вот происходящих здесь хворей, каких-то вакцин и прочей всякой ерунды. Поймите, что это совсем другое восприятие. Мне ничего не нужно, я свободная душа, и я ушел с огромным удовольствием. Но я не могу им сказать, я не уплотненная, я не человек уже, то есть я не в уплотненном теле, я не могу им передать ту радость, которую я испытываю. Я не могу им сказать, там, не знаю, родные мои, не надо плакать, я в кайфе, я вообще, что вы там плачете, тортику замахните, не знаю, с минералочкой, с лимонадиком, порадуйтесь за меня, что я наконец-то отвязался, ушел с этого ада, в котором мы живем сейчас.
То есть, друзья мои, сколько можно сказать? Да не нужно нисколько. Ну, умерло тело. Это же тело только умерло, и все. Больше никаких проблем. Это тело умерло, душа вечна. Вы всегда можете пообщаться с ней. Тут тоже нет никаких проблем. Пожалуйста, поймите, что это нас заставляют, нас приучили к этому, скорбеть, что-то там вот об этом думать, об этом вот переживать, какие-то поминки, шмоминки делать, 40 каких-то 9 надуманных дней, чего-то вот это, то есть быть к этому привязанным, ходить на могилу, что-то так. Ему душе уже пофиг вообще, ходите вы, не ходите, носите, не носите, что вы там делаете, возвышаете вы это кладбище. Я пойду пообщаюсь. Что ты там будешь общаться? Там все утилизировано. Я не буду говорить, что там происходит. Вы сами прекрасно знаете, что происходит с умершей плотью. Что вы там пытаетесь найти? Там нет ничего. Ну, будьте, пожалуйста, разумны. Да, сложно, не спорю. Сложно после всей вот этой вот ахинеи, маразма, всякого церковного и прочего понять, что все не так, как нам преподносят. Поэтому для чего вам скорбить? Ну, абсолютно не нужно. Ну, просто с уважением, так скажем, утилизируйте тело. Тело – это не душа, это не человек уже. Человек – это тело, в котором живет душа. А душа ушла, это просто тело, все. Ну, пожалуйста, утилизируйте, там, не знаю, почести. Какие почести? Чему почести? Вот этой вот оболочки, в которой мы сейчас находимся, то есть мы как душа, какие почести этому? Оно свое выполнило свою роль. И вот, то есть, ну, вы там разбили яйцо, да, вот выпал желток. Ну, будем считать, что это душа. Вот это вот чехуя, которая скорлупа осталась, вы что, почести будете вот этой вот скорлупе, что ли, будете вот почести какие-то, возлагать какие-то венки, еще что-то? Ну, будьте разумны. Вы что мы делаем? Одно в одно сложили и выбросили это, эту чехую, и все. То есть скорлупа выкинут. Ну, в лучшем случае, кто живет там в своих домах, там вот покрошили, куры сами это склюют. Ну, то есть, ну, какие проблемы? Для чего какие-то почести, отслужившей в свое время оболочки в той, которой жило тело? Если вам хочется, вообще без проблем. Вы можете меня как бы послать, перелистнуть это все и, не знаю, забанить и все остальное, но вы все равно вспомните. Если вы постараетесь быть разумными, если вы посмотрите мои видео, если, не знаю, придете ко мне на курсы, вы просто охренеете, я вам докажу все, что я здесь говорю. Потому что после пережитой клинической смерти в результате перелома позвоночника я много всего увидел, много всего понял. Поэтому сейчас я провожу курсы для того, чтобы люди поняли, что жизнь не такая, как нам тут ее вот тут нарисовали и заставили в это поверить. Что у нас есть дар, с помощью которого мы можем исцелять. Целительство сейчас очень нужная штука всем людям. Не есть хорошо. Вы понимаете, в каком мы сейчас живем мире. Поэтому, если у вас есть какие-то данные, там, не знаю, что-то вам снится, дают какую-то информацию, горят руки и прочие какие-то штуки, пожалуйста, пишите мне, я проведу некий тест дара. Если вы хотите помогать людям, но не знаете как, приходите, я вас посмотрю тоже, и приходите ко мне на курс. На этом курсе я вас научу помогать людям, исцелять их, давать информацию и очень хорошо зарабатывать. Потому что безоплатно ничего делать не нужно. Безоплатно никогда ничего не ценится. Поэтому, если вы готовы поменять собственную жизнь, начать жить в удовольствии, помогая людям, в удовольствии быть нужным, постоянно нужным, каждый день принимая людей, помогая им, получая огромные благодарности. Если вы хотите жить в достатке, который тоже не проблема, приходите ко мне на курс, пишите, я посмотрю вас, добавлю в закрытую группу. Кстати, сегодня крайний день, курс шаманского дыхания или зарабатывать шаманом. Зарабатывать честно, помогая людям, это не проблема, это удовольствие. Поэтому, друзья мои, постарайтесь услышать меня, постарайтесь понять, что вы не над тем скорбите, то есть там пустое место, и чтобы это сказать, вам что, делать нечего, что ли, вот этой вот ерундой заниматься. Да, я понимаю, вам вот это вот в голову вбили, и вы теперь думаете, что это так. Нет, друзья мои, приходите ко мне на курсы, я вам расскажу много-много интересного, и вы поймете, что жизнь
не такая, как вам показывает, и мир совсем не такой, как вам его представили. Так что всем удачи, берегите себя.